Каждое государство, которое заботится о национальной безопасности, осуществляет внешнюю разведку. Не является исключением и Беларусь. Если дело касается внешней разведки наших вооруженных сил, то задачи у нее всегда были исключительно военные. Добыть, собрать, обработать и передать руководству страны сведения о вооруженных силах противника. Но в 2020 году Лукашенко и его пособники посчитали реальным военным противником белорусское общество. И тогда подключили к борьбе с народом, политиками, гражданскими активистами и оппозиционными СМИ даже подразделения внешней разведки Министерства обороны. Деятельность этих подразделений Министерства обороны полностью засекречена. Общественности ничего не известно ни о задачах, которые они выполняют, ни о количестве и характере проведенных операций, ни о расходах на содержание, ни о числе штата сотрудников, тем более их персональном составе. В распоряжение Байпол попала уникальная информация, которая приоткрывает завесу тайны над деятельностью Главного центра обеспечения безопасности информационных технологий Министерства обороны Республики Беларусь. Давайте посмотрим, кто эти люди и чем они на самом деле занимаются. Правовая основа деятельности внешней разведки во многих странах – это отдельный соответствующий закон. В нашей стране были попытки принять такой закон, но пока этого не случилось. Поэтому в Беларуси эта деятельность регулируется указом президента, который недавно изменили и дополнили. Тем не менее, этот документ четко определяет, чем должны заниматься подразделения разведки Министерства обороны. Военная, военно-политическая, военно-техническая, военно-экономическая и экологическая сферы. Общее руководство субъектами внешней разведки осуществляет президент. Координацию внешней разведки – Совет Безопасности. Разведывательная информация предоставляется президенту Республики Беларусь, правительству Республики Беларусь, другим государственным органам и организациям непосредственно или через Совет Безопасности Республики Беларусь. Непосредственно руководит внешней разведкой Генеральный штаб вооруженных сил. Его с марта 2021 года возглавляет начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Республики Беларусь, генерал-майор Виктор Гулевич. Подразделение, которое занимается внешней разведкой в структуре Генштаба, это Главное разведывательное управление ГРУ, а также Главный центр обеспечения безопасности информационных технологий Министерства обороны Республики Беларусь. В компетенцию ГРУ входит тактическая разведка, в компетенцию Главного центра стратегическая разведка. Структура и руководство. Начальник Главного центра Германович Юрий Альбертович. Первый заместитель начальника Главного центра Ковальчук Игорь Васильевич. Начальник первого центра Рудак Алексей Викторович. Начальник второго центра Каныгин Андрей Федорович. Начальник третьего центра Шубадеров Владимир Эдуардович. В компетенцию этого подразделения входит информационно-аналитическая деятельность. Главный центр расположен в здании Генерального штаба по улице Коммунистической, 1 в городе Минске. Численный состав около 30-40 военнослужащих. Многие военнослужащие Главного центра являются выпускниками военно-дипломатического факультета военной академии и выходцами из агентурной и радиоразведки. Многие проходили службу в ВЧ 51886. К слову, сотрудникам Главного центра выдаются специальные удостоверения, которые еще называют нечапайки. Там указывается, что этого человека, а также тех, кто находится в его сопровождении, нельзя задерживать, а если необходимо, то нужно оказывать всяческое содействие. Задачи КЦАБИТ. Добывание, сбор, обработка, обобщение сведений относительно возможностей, уязвимых мест и вероятного курса действий иностранных государств в военной, военно-политической, военно-технической, военно-экономической и экологической сферах, а также передача этой информации руководству страны. До 2020 года сотрудники только этим и занимались, и только за рубежом. Но с началом террора против мирных граждан Лукашенко ощутимо вмешался в деятельность Главного центра. Вскоре после событий 2020 года первый замначальника Главного центра Игорь Ковальчук состряпал донос министру обороны на бывшего начальника Главного центра Дмитрия Ачиновича.
В доносе он написал, что начальник якобы лоялен к оппозиции. И вскоре Чиновича уволили. Кстати говоря, сослуживцы характеризуют Ковальчука, мягко говоря, совсем нехорошо. Цитируем его сослуживцев. Ковальчук – редкостный мудак. Был переведен сюда из Генштаба протирать штаны и не понимает в работе главного центра ничего. Они вообще в последнее время жутко свинячат, пьянствуют, вступают в связи с женщинами, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. О втором центре КЦАБИТ поговорим подробнее. Как мы помним, его начальник Каныгин Андрей Федорович. А один из начальников отделов Юрий Маслов, сослуживец Каныгина по ВЧ 51886. Так вот, в августе-декабре 2020 года под руководством Каныгина работала особая группа по информационному противодействию действиям оппозиции. В связке с группой, возглавляемой Шейманом, военные разведчики обучали сотрудников МВД информационному противоборству, в том числе и такому. Результат мы видим в нашем информационном пространстве. Накачка ненавистью, эмоциональное воздействие, расчеловечивание противника, засилье ботов в соцсетях, которые имитируют общественное мнение, дезинформация. Давно известные принципы и методы военной пропаганды быстро переняли от военных разведчиков органы внутренних дел. В 2021 году по этому поводу уже особо не стеснялись. Из состава второго центра выделили так называемый четвертый центр. Там стали заниматься непосредственно выполнением задач внутри страны. При этом основной задачей четвертого центра стало противодействие белорусским демократическим силам. Такие вот метаморфозы внешней военной разведки. Начальником этого четвертого центра стал Сергей Батраев, также сослуживец Каныгина по ВЧ 51886. И весной 2021 года начался жесткий прессинг и чистка тех сотрудников главного центра, кого подозревали в нелояльности к действующей власти. Вмешиваться в работу главного центра неоднократно пытался герой наших предыдущих расследований Олег Белоконев. Он особо запомнился скандальным высказыванием в октябре 2021 года о том, что в ответ на гибель сотрудника КГБ нужно устроить массовые казни. А надо, как Путин сказал, мочить в сортире всех. За одного 20, 100, чтобы не было неповадно никому. По свидетельствам военнослужащих Генштаба, Белоконев постоянно пользовался служебным положением в личных целях. И когда стал депутатом, привычек своих не поменял. Поскольку зарплата в главном центре выше, чем в целом в армии, Белоконев устраивал туда молодых девочек. Какое отношение он к ним имел, непонятно. Последняя попытка пристроить очередную красотку была весной 2021 года. В Министерстве обороны разгорелся скандал, который, впрочем, быстро замяли. Как видим, Лукашенко и его пособники в лице руководства Министерства обороны, нарушая свои же указы, преступно втянули в деятельность по борьбе с политическими оппонентами и собственным народом подразделения внешней разведки Министерства обороны. Подписывайтесь на наши каналы, следите за нашими публикациями. Живе Беларусь!